Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Меня зовут Вера Новак. Мне 42 года, и я только что возвела себя в статус «самая жалкая женщина в Пльзене». Правда, конкурс был невелик. В этом городе на жалость никто не записывается. Здесь народ практичный. Выпил пиво, закусил рулькой, поблагодарил Бога и дальше пошел. Но я директор по маркетингу пивоварни. У меня высшее образование, и поэтому я имею право на жалость в формате премиум. 42 года. Карьера, квартира, кактус. Мужа нет, детей нет. Даже золотой рыбки нет. Потому что однажды я посмотрела на рыбку в зоомагазине и подумала, а кто будет за ней ухаживать, когда я в командировках? Потом поняла, это тот же вопрос, который я задаю себе про детей. Только рыбка дешевле. Кактус– это Отто. Я назвала его в честь Отто фон Бисмарка, потому что он такой же колючий, молчаливый и невозмутимо стоит в углу, осуждая все вокруг. Отто стоит на подоконнике уже 2 года. За это время он не вырос, не зацвел и не умер. Идеальный питомец для женщины, которая боится обязательств. 2 года назад я стала коммерческим директором фирмы «Голубая звезда». Не старопрамен, нет, но мы третий по величине, и я горжусь. Если вы думаете, что это мало, попробуйте пробиться в чешской пивной индустрии. Это сложнее, чем стать президентом. Президента выбирают раз в 5 лет, а директора пивоварни раз в жизни, потому что предыдущего обычно выносят ногами вперед. Я сижу на итальянском диване, который стоил мне 2 премии. Передо мной бокал безалкогольного пива собственной варки. Я не пью алкоголь уже 4 месяца. Не потому, что беременна, а потому, что прохожу подготовку к ЭКО. И врач сказал ни капли, ни грамма, ни полграмма. Телефон вибрирует. На экране Даниэль Краус, бывший. 3 года назад он ушел к 28-летней коллеге из бухгалтерии. Она носила розовые кофточки и смеялась над его шутками. Через полгода она его бросила, как я и предсказывала, но не сказала вслух, потому что гордость– это когда ты знала, но молчала. От него пришло сообщение: «Скучаю, можно увидеться». Я его удалила. Потом звонит Хелена, моя подруга. У нее 3 детей, муж инженер и постоянный недосып. Но она счастлива. Это раздражает. Не сильно, но постоянно. «Вера, ты опять одна?» – спрашивает Хелена. «Я не одна, со мной Отто». «Вера, Отто – это кактус. Он единственный, кто меня не предал. Он не может тебя предать, у него даже ног нет». «Именно. Идеальные отношения». Хелена вздыхает. Она всегда вздыхает, когда говорит со мной, как будто я трудный ребенок, а она уставшая мать. «Вер, если хочешь ребенка, роди», — говорит она. «Мне для этого нужен мужчина». «Эко, Вера, 21 век. Тебе не нужен мужчина. Тебе нужно желание и немного денег». «Немного это сколько?» «Зависит от клиники». «Я знаю, Хелена, что зависит от клиники, это значит очень дорого. Но ты же можешь себе позволить?» «Могу. Я директор. У меня есть сбережения, итальянский диван и кактус. Почему бы не добавить к этому набору ребенка? Логично». Я открыла ноутбук и ввела в поисковик «Эко Прага». Потом составила таблицу в Excel. Профессиональная привычка. Любой жизненный вопрос должен быть таблично визуализирован. Колонка «За» не будет одиноко. Колонка «Против» 47 пунктов, включая растяжки, коляска в багажнике мини-купера, объяснять родителям, объяснять коллегам и объяснять Отто. Отто молчал, но я видела, он не одобряет. Кактусы консервативны. Они против любых перемен. Особенно перемен, которые требуют полива. Я закрыла ноутбук, открыла, позвонила Хелене. «Хелена, я решилась.
Вера, это прекрасно. Я имею в виду, я решилась открыть вторую бутылку безалкогольного. А насчет ЭКО я подумаю. Вера. Ладно, ладно. ЭКО. Но таблицу я не удаляю. Отто стоял на подоконнике. За окном пльзень, фабрика «Шкода» вдалеке, крыши, трубы, небо цвета, скорее всего, дождь. Я посмотрела на кактус и сказала: «Отто, у тебя будет брат». Кактус не ответил, но, кажется, покачнулся. Или это был ветер, или предчувствие. Клиника называлась «Надежда за ваши деньги». На фасаде огромный плакат с улыбающимся младенцем. Я сразу подумала, если бы младенец знал, сколько стоит это счастье, он бы не улыбался. Клиника была в Праге. Современное здание, стеклянный фасад, в холле фонтанчик и журналы. Я взяла журнал, открыла на случайной странице, прочитала: «Донор проходит тщательный отбор. Образованный, здоровый, без вредных привычек». И подумала: образованный – это хорошо. Хотя бы кто-то в семье будет с высшим образованием. Потом поняла, что оскорбила себя, и закрыла журнал. Доктор Чермак, мой врач, дружелюбный мужчина лет 50, с бородкой и очками в тонкой оправе. Он похож на библиотекаря, который случайно стал гинекологом, или наоборот. Он говорит мягко, как будто каждая фраза – это одеяло, которым он укрывает пациента. «Пани Новак, процедура несложная. Мы введем эмбрион и через 2 недели узнаем результат». «А донор? Что вы можете о нем сказать?» «Анонимный. Но я могу сказать: образованный, высокий, без вредных привычек». «Это как тот текст из журнала?» «Могу добавить», — улыбнулся доктор. «Он не бухгалтер». «Откуда вы знаете?» «Потому что в анкете вы написали: главное, чтобы не был бухгалтером». «И?» «И мы учли. Ваш донор инженер». «Инженер — это хорошо? Инженеры надежные?» «Они точные. Это почти то же самое». «Почти меня пугает». «Пани Новак, беременность – это не инженерный проект, это органический процесс». Я заполнила анкету: имя, возраст, профессия. Графа «Особые пожелания» я уже заполнила, не бухгалтер. Но рука потянулась добавить еще, и я написала: желательно с чувством юмора. Хотя нет, чувство юмора генетически не доказано, просто не зануда. Процедура была назначена на следующую неделю. Я вышла из кабинета, прошла по коридору и вдруг заметила дверь без таблички. Просто дверь в конце коридора, рядом с лестницей. На двери электронный замок и наклейка «Только для персонала». Я не придала значения, а зря. Потому что за этой дверью внизу в подвальном этаже находился исследовательский центр. О нем я не знала, и пациенты не знали. Даже доктор Чермак, кажется, не знал. Или знал, но не придавал значения. В этой лаборатории работал доктор Полман, невролог, биоинженер и, по моему скромному мнению, полный идиот. Но об этом позже. А пока о его проекте «Нейроимпланты для животных». Точнее, для одного животного – кота по кличке Феликс. Феликс рыжий, 3-летний, беспородный, с одним слегка надорванным ухом, боевое ранение от соседского кота. В голове у Феликса имплант размером с горошину, подключенный к речевому центру коры. Проект лаборатории – создание интерфейса мозг-речь для парализованных людей. Логика простая. Если мы научим говорить кота, мы научим говорить человека, который не может этого делать. Полман считал это прорывом. Феликс считал это отвратительно. Но Феликс еще не говорил. Или почти не говорил. Однажды, когда в лаборатории никого не было, Феликс открыл пасть и произнес «отвратительно». Потом замолчал, потому что кормили его действительно отвратительно. Я, разумеется, ничего этого не знала. Я сидела в кафе напротив клиники, пила кофе без кофеина и думала о том, что через неделю моя жизнь изменится. Завибрировал телефон. Даниэль. Опять. «Вера, я знаю, что ты в Праге. Можно встретиться?» Я не отвечаю. Потом звоню Хелене. «Хелена, я в клинике.
Все оформила, процедура через неделю. Вера, это же прекрасно, я так рада. Я тоже, наверное, но пока мне страшно. Страшно — это нормально. Я, когда первого ждала, боялась так, что мужу говорила: «Давай оставим ребенка в утробе, он там в безопасности». А что муж? Он сказал: «Хелен, это не шкаф. Вещи нельзя хранить вечно». Я засмеялась. Хелена — единственный человек, который заставляет меня смеяться искренне. Все остальные по работе, вежливо, с расчетом. Хелена по жизни. «Вера, все будет хорошо». «А откуда ты знаешь?» «Не знаю, но говорю, это дружба». День процедуры, суббота. Я проснулась в гостинице рядом с клиникой. Маленькой, чистой, с завтраком, который я не могла есть, потому что желудок сжался до размеров грецкого ореха. Надела удобные леггинсы, свитер, кроссовки. Никакой косметики. Не потому, что естественная красота, а потому, что руки тряслись. В клинике тишина, суббота, персонала мало. Девушка на регистратуре с хвостиком и бейджем Клара. Она улыбнулась. «Пани Новак, добро пожаловать. Все готово». Меня проводили в палату. Маленькая, белая, с кроватью, монитором и окном, из которого видна стена соседнего здания. На тумбочке ваза с цветами. Искусственными. Я подумала, искусственные цветы в клинике — это символ. Здесь все искусственное. Оплодотворение искусственное, цветы искусственные. Улыбки... Нет, улыбки настоящие, но профессиональные. Доктор Чермак пришел через 10 минут. «Пани Новак, все готово. Анестезия легкая, вы будете в полусне. Процедура 20 минут. После часа отдыха и вы можете идти». 20 минут? Я дольше выбираю вино. Вино сложнее. Здесь просто. Просто пугает больше, чем сложно. Пани Новак, не волнуйтесь, это рутина. Доктор Чермак улыбнулся, и я подумала, он всегда улыбается. Может, это побочный эффект гинекологии? Ты видишь столько страданий, что начинаешь улыбаться автоматически, чтобы не разрыдаться. Мне ввели анестезию, капельница, потом туман. Последнее, что я помню, потолок белый с трещиной в углу. И я подумала, трещина — это знак. Но какой? А потом темнота. И в то же время в подвале клиники доктор Полман стоял перед клеткой Феликса и держал в руках пульт управления имплантом. Пульт, похожий на телевизионный, только с одним рядом кнопок и дисплеем. На дисплее график активности импланта. Полман нажал кнопку «Усиленный сигнал». Он хотел проверить, может ли Феликс сформировать сложные предложения. Не отвратительно, а, скажем, отвратительно, и я требую заменить корм на тунец. Сигнал пошел. Имплант в голове Феликса активировался, но слишком сильно. Произошел скачок напряжения. Не в пульте, а во всей электрической сети этажа. Свет мигнул, а оборудование в двух палатах, моей и соседней, где лежала 25-летняя Лина Майер, тоже после процедуры, тоже под наркозом, перезагрузилось. Системы жизнеобеспечения на секунду обесточились. И в эту секунду что-то произошло. Нейроимплант Феликса создал электромагнитный импульс. Этот импульс не магия и не колдовство, а физика, вышедшая из-под контроля. Он взаимодействовал с медицинским оборудованием обеих палат. Оборудование было подключено к пациентам через датчики. Датчики к мозгу. И сознание перескочило. Я не знаю, как это описать, я не физик, но я знаю, что когда я открыла глаза, я была не в своей палате. Потолок был другой, не белый, а серый. Трещина не в углу, а посередине, и окно не там. Я подняла руку, чтобы потрогать лицо. Пальцы другие, тоньше. Я поднесла их к глазам и увидела, что ногти с облупившимся зеленым лаком. Я никогда не красила ногти зеленым. Я села. Голова кружилась. Я посмотрела вниз. На мне была не моя одежда. Хлопковая рубашка клиники, а под ней футболка. Я встала босиком. На полу холодный кафель.
Я дошла до двери, открыла ее и вышла в коридор. Коридор другой. Другое крыло, другие стены, другие плакаты. Я дошла до туалета, зашла, посмотрела в зеркало и не увидела себя. В зеркале была молодая девушка, лет 25, не больше. Рыжие волосы, короткие, небрежно подстриженные. Веснушки, много по всему лицу. Пирсинг в носу. Глаза зеленые. Я стояла и смотрела. Секунда, две, три. «Хорошая операция», — сказала я зеркалу. Мне сделали пластику и забыли спросить. Зеркало не ответило, но отражение тоже говорило. Губы двигались, мои слова, чужой рот. Первая мысль взрослой женщины в молодом теле. У меня опять нет морщин. Вторая мысль. Где я? Третья. Кто я? И четвертая. Я сошла с ума. Я вышла из туалета, прошла по коридору. В нише шкафчик с ключом. На ключе брелок с надписью «Лина». Я открыла шкафчик, внутри рюкзак. В рюкзаке паспорт на имя Лина Майер, 25 лет, Прага. Телефон заблокирован, ключи от квартиры, кошелек с 200 крон и картой. Я Лина Майер, 25 лет, Прага. Нет, я Вера Новак, 42 года, Пльзень. Я в чужом теле. И тут я услышала за дверью у выхода из клиники тихое спокойное мяу. Не жалобное, скорее деловое. Как будто кот сказал: «Ну, ты идешь? Или мне начать без тебя?» Я вышла из клиники. Ноябрьский воздух холодный и влажный. У входа на ступеньках сидел кот, рыжий, с надорванным ухом, и смотрел на меня. Не как кот смотрит на человека, а как человек смотрит на человека, который опаздывает. «Кис-кис», — сказала я, — «иди отсюда». Кот не двинулся. Он сел удобнее, обвил хвостом лапы и сказал: «Я не кис-кис. Меня зовут Феликс. И если вы не против, я пойду с вами. В лаборатории отвратительно кормят». Я села на ступеньки. Потом встала. Потом села. Процесс сесть-встать повторялся, пока кот не сказал: «Вы выглядите неуверенно, это нормально. Первый контакт с говорящим котом обычно вызывает кратковременное расстройство координации. У доктора Полмана было то же самое. Правда, он потом убежал». «Ты говоришь?» — сказала я. «Я не только говорю, я думаю. И в отличие от большинства людей, я делаю и то, и другое одновременно. Но к делу. Вы Вера Новак, 42 года, коммерческий директор, безалкогольное пиво и кактус. Сейчас вы в теле Лины Майер, а Лина в вашем. А я Феликс, лабораторный кот, катализатор этого безобразия. И нам нужно идти, потому что охранник уже смотрит». Я посмотрела на охранника. Тот действительно смотрел на меня и на кота. Его лицо выражало смесь «что за черт?» и «мне мало платят». «Идем», — сказал Феликс и пошел. Я пошла за ним, потому что мне еще оставалось? Мы дошли до парка, сели на скамейку. Феликс запрыгнул рядом. «Итак», — сказал он, — «краткая сводка. В подвале клиники исследовательский центр. Ученый доктор Полман тестировал речевой имплант на мне. Во время вашей процедуры он подал усиленный сигнал. Произошел скачок напряжения. Мой имплант создал электромагнитный импульс. Ваше оборудование и оборудование соседней палаты взаимодействовали. Сознание перескочили. Я не знаю, как именно, я кот, а не физик, но я чувствую сдвиг. Вы не в своем теле, Лина в вашем. Я причина, точнее, катализатор». «Катализатор», — повторила я. «Ты катализатор того, что я в чужом теле». «Технически да, но не надо драматизировать. Вы в молодом теле, без морщин и с пирсингом. Могло быть хуже, вы могли оказаться в теле пенсионера». «Ты считаешь, что это неплохо?» «Я считаю, что это не хуже. Разница принципиальная. Неплохо — это когда вам хорошо.
Не хуже это, когда могла быть катастрофа, а обошлось проблемой. У вас проблема, не катастрофа. Проблема – это когда кран течет, а когда ты в чужом теле – это… Это большая проблема, согласен, но решаемая. Решаемая? Думаю, да, если найдем Полмана. Он единственный, кто может понять, как обратить процесс. Но он сбежал, как обычно. Ученые трусливы, когда их эксперименты выходят за рамки гранта. Я закрыла лицо руками, чужим пирсингом и чужими зелеными глазами, которые, по-моему, начали плакать. «Не плачьте», — сказал Феликс. «Это непродуктивно и некрасиво. У вас чужие глаза, и они плачут. Это выглядит как несчастливый двойник». Я посмотрела на него. Рыжий, с надорванным ухом, сидит на скамейке и философствует. И подумала, что если сейчас расскажу кому-нибудь, меня отправят в психушку. А если не расскажу, я буду говорить с котом. Оба варианта плохие, но второй хотя бы интересный. «Ладно», — сказала я, — «допустим, я тебе верю. Допустим, обмен телами, имплант, Полман, допустим. Что мне сейчас делать?» «Во-первых, не паниковать. Во-вторых, найти жилье. У Лины квартира в Жишкове. В-третьих, найти Полмана. В-четвертых, найти Лину. В-пятых, не говорить никому, потому что вас отправят… Куда там отправляют людей, которые утверждают, что они в чужом теле? Психушку. Именно. А это хуже, чем чужое тело. Там кормят хуже, чем в лаборатории. А в лаборатории кормят отвратительно. Ты часто повторяешь слово «отвратительно». Это мое базовое слово. У вас, я подозреваю, ненормально. Вы его уже сказали 3 за последние 10 минут. 4. Вот видите, мы уже знаем друг друга. Я встала со скамейки, подхватила рюкзак, посмотрела на Феликса. Ты со мной? А куда я денусь? В лабораторию? На улицу, где меня подберет добрая старушка и накормит супом? Нет, я с вами. Вы единственный человек, который знает, что я говорю. Это эксклюзив, а я кот, который ценит эксклюзивность. Ты невыносимый кот. Я единственный кот, который может это подтвердить. Идемте, Вера. Или Лина, как мне вас называть? Я Вера, вне зависимости от тела. Хорошо, Вера, идемте в Жишков. У меня нет выбора, у вас тоже. Идеальное начало партнерства. И мы пошли. Женщина в чужом теле и кот с имплантом в голове. Мимо туристов, мимо трамваев, мимо нормальных людей, которые не знали, что рядом ненормальность в 2 экземплярах. Жишков – район Праги, который когда-то был рабочим, а теперь модным. Здесь живут художники, студенты, программисты и бариста, которые варят кофе с кардамоном и объясняют вам разницу между арабикой и робустой, пока вы не попросите замолчать. Квартира Алины на 4 этаже в доме без лифта. Я поднялась пешком с рюкзаком и котом. Феликс сидел в рюкзаке. И он, разумеется, был недоволен. «Это унизительно. Я научное достижение, а не контрабанда». «Ты кот. Кот в рюкзаке – это норма». «Это норма для кошек. Я Феликс, у меня импланты и достоинства». «Достоинство в рюкзаке. Смирись». «В смирении для собак. Коты не смиряются, мы выжидаем». Квартира была студия, 30 квадратных метров. Меньше, чем моя кухня в Пльзене. Стены кирпичные, не окрашенные для стиля. На одной стене постер с мантрой «Вселенная любит тебя», на другой карта чакр. На третьей фотография заката, на 4 зеркало, в которой я снова увидела чужое лицо. «О, Боже!» — сказала я. «Что?» Феликс вылез из рюкзака и осмотрелся. «Да, это характерно. Это кошмар. Это 25 лет. У вас 25 лет. Было, видимо, тоже что-то подобное. Постеры, мантры, вера во Вселенную. Потом вы выросли и стали директором. Это эволюция. Лина еще не выросла. Она в стадии «Вселенная любит».
Я открыла шкаф. Внутри леггинсы, растянутые свитера, футболки с надписями, ни одного пиджака, белой рубашки, ни одной пары туфель на каблуке. У нее нет нормальной одежды. У нее другая норма. Ее норма — комфорт. Ваша норма — соответствие. Вы разные. Ты философ. Я кот с имплантом. Имплант в речевом центре, но сигнал распространяется на ассоциативные зоны, поэтому я не только говорю, но и думаю. Это побочный эффект. Полман не планировал. Он планировал говорящего кота, а получил кота-мыслителя. Это как заказать пиццу, а получить пиццу с философским уклоном. Я открыла холодильник и закрыла. Потом открыла снова, чтобы убедиться. Потом закрыла, потому что в холодильнике Лины не было еды. Был тофу, сельдерей, зеленый напиток в бутылке, на которой написано «Смузи с детокс», и непонятные проростки в банке. «Я вижу ваш ужин», — сказал Феликс, — «и хочу выразить соболезнования». «Это не ужин, это наказание». «Согласен. Хотя я ем только тунец, но принцип понимаю. Это не еда. Это заявление, что ты лучше еды. Это гордо, но голодно». «Ты ешь корм». «Я ем корм, потому что у меня нет выбора. У Лины есть выбор. И она выбрала это. Это хуже, чем корм. Это преступление». Я села на раскладной диван, который не раскладывался. Механизм сломан. Феликс запрыгнул на подоконник и смотрел на меня. «Мне нужно разблокировать телефон Лины», — сказала я. «Там вся ее жизнь. Контакты, аккаунты, почта. Я должна понять, кто она и как жить ее жизнью, пока мы не найдем Полмана». «Логично». «Код?» «Не знаю. Попробую 4 0». 4 нуля — это для людей, которые не знают, что такое безопасность. 1, 2, 3, 4? Это для людей, которые знают, но не заботятся. Я набрала 1, 2, 3, 4. Телефон разблокировался. Я была права. Нет, это Лина была не права. 1, 2, 3, 4 — это не пароль, это приглашение. Она пригласила весь мир в свой телефон. Я начала изучать. Лина блогер. 12 000 подписчиков. 847 постов. Последний вчера. Сегодня особенный день. Я в клинике готовлюсь к чуду. Вселенная, благослови мой путь. Она тоже проходила ЭКО? Видимо, да. Она лежала в соседней палате. То есть ЭКО сработало? Я беременна в ее теле? Возможно, но не факт. Нужно подождать и проверить. 2 недели. 2 недели в чужом теле? В чужом или в своем. Беременность, она и в Африке беременность. Я открыла холодильник еще раз, посмотрела на тофу и закрыла. Мне нужна нормальная еда. «Тунец», — сказал Феликс. «Я не буду есть тунец». «А я буду». «И у нас разные потребности. Идемте в магазин». «Какой магазин? У нее 200 крон в кошельке». «Это 4 банки тунца. Для меня роскошь, а для вас колбаса?» «Я не буду есть колбасу из эко-магазина». «Почему?» «Потому что в эко-магазинах колбаса из сои. Это имитация. Она всегда хуже оригинала». «Согласен, но голод хуже имитации». «Голод — это когда ты не ел. А я не голодна, я в шоке. Шок подавляет аппетит». «Ненадолго. Через час вы будете голодны, и шок пройдет, а голод останется». Я легла на диван, Феликс на подоконник. За окном Жишков, район, в котором я никогда не жила. Квартира, в которой я никогда не была. Тело, в котором я никогда не была. «Феликс», — сказала я. «Что?» «Скажи мне, что это временно». «Это временно, но я не могу гарантировать, я кот, а не пророк». «Спасибо». «Не за что. Я не утешаю, я информирую. Утешение и информация — разные вещи». Я закрыла глаза, чужое лицо, чужие руки и кот на подоконнике, который единственный, кто знает правду.
Утром я проснулась от того, что Феликс сидел на моей груди и смотрел мне в лицо. «Доброе утро», — сказал он. «Вы храпели». «Сколько времени?» 7. Я кот, я просыпаюсь рано. Вы человек, вы должны спать до 8, но я голоден, и голод не ждет». Мы пошли в магазин. Я в леггинсах Лины и ее растянутом свитере, Феликс в рюкзаке. Я купила тунец для Феликса, хлеб, масло, сыр. На кассе девушка с дредами и бейджем Зузка спросила: «Лина, ты покупаешь яйца?» «Да». «Но ты веганка?» «Я перехожу на новый этап». «Какой?» «Этап белка». Зузка посмотрела на меня, потом на рюкзак, из которого доносилось тихое, но отчетливое мяу. «У тебя кот?» «Эмоциональная поддержка». «Ой, он такой милый. Можно погладить?» «Нет», — сказала я, — «он не любит». «Какой необычный кот. Вы даже не знаете, насколько». 3 дня я жила в квартире Лины. Я почти привыкла. Почти. Феликс привык быстрее. Ел тунец, спал на подоконнике и комментировал каждый мой шаг. «Вы чистите зубы слишком долго. Я облизываюсь за 30 секунд». «У тебя кошачьи зубы, у меня человеческие». «У вас чужие человеческие зубы, но вы чистите их как свои. Это комплимент вашей адаптивности». Я научилась разблокировать телефон Лины, отвечать на сообщения от подписчиков и даже постить в блог. На 4-й день прозвучал звонок на телефон Лины. Незнакомый номер. Я взяла трубку. «Добрый день». Голос знакомый. Слишком. «Даниэль, я ищу Веру Новак. Мне дали этот номер как запасной». Мое сердце стукнуло. Бывший ищет меня. «Веры нет», — сказала я. «А вы кто?» «Я подруга Лина». «Передайте Вере, что я звонила, и скажите, что я скучаю». Я положила трубку. Руки тряслись. Феликс спросил, кто. «Даниэль». «Бывший?» «Бывший». «Он ищет вас в вашем новом теле?» «Он ищет меня по номеру Лины. Откуда у него ее номер?» «Может, клиника дала как экстренный контакт?» Он сказал, скучаю. «Все бывшие говорят «скучаю». Это стандартная фраза. Как я никогда не делал этого раньше? Или ты не такая, как все? Не принимайте близко к сердцу». «Я не принимаю, я...» «Принимайте. Ваши уши покраснели. Это доказательство». «Доказательство чего?» «Того, что вы — это вы, независимо от тела». «Спасибо, Феликс. Ты самый странный психотерапевт». «Я просто наблюдатель. Психотерапевт задает вопросы, и я даю ответы, если меня не спрашивают. Особенно, если меня не спрашивают». Я села на диван, подумала, а потом набрала номер своей квартире. Свой собственный номер. Гудки. 1, 2. Потом голос. Мой, но не мой. «Алло», — сказала я. Голос мой, но интонация другая. «Алло», — сказала я, — «это Лина». «Кто?» «Лина, мы в клинике были вместе, не помните?» Пауза. Потом мой голос, но с чужой интонацией. «Лина, вы та девушка, которая... Вы в моем теле?» «Да, а вы в моем». «О, боже, боже!» «Не паникуйте». «Я не паникую, я в вашем теле, вы в моем, это...» «Я знаю, уже 4 дня». «А я думала сон. Я ходила к психотерапевту, вашему, и он сказал кризис идентичности». «Психотерапевту? Зачем?» «Потому что я в чужом теле. Я проснулась в вашей квартире и увидела в зеркале 42 года». «Что 42 года?» «Мне 25. Я не могу быть 42-летней, у меня чистые чакры, а у вас морщины». «У меня не морщины, у меня линии характера». «Это то же самое». «Нет, морщины у тех, кто много загорал, а линии характера у тех, кто много думал». «А я много йогала». «Такого слова нет.
Вы не знаете. Вы в моем теле, и вы не знаете. Феликс, который слушал, сказал: «Передайте, чтобы она не трогала ваш кактус». «Кактус?» – переспросила Лина. «Отто, не трогайте его и не поливайте, он не любит». «Он кактус. Кактусы просто стоят». «Отто не просто кактус, он символ». «Символ чего?» «Я еще не решила, но не трогайте». Разговор продолжался еще 20 минут. Алина в моем теле описала, как она пришла на мою работу, на совещание в пиджаке, но под ним леггинсы, и как она предложила коллегам начать с дыхательной практики. Мой начальник, мистер Дворжак, посмотрел на нее и сказал: «Вера, ты в порядке?» Лина ответила: «Я эволюционирую». Дворжак: «Вера, ты скала. Скалы не эволюционируют». «Скала?» — сказала я. «Он назвал меня скалой?» «Да, я думала, это комплимент». «Это не комплимент, это диагноз». «Я скала». Я положила трубку. Феликс сказал: «Ваша собеседница необычная». «Она в моем теле и приходила на мою работу в леггинсах. Это не необычно, это катастрофа». «Леггинсы — это временное, это не катастрофа. Леггинсы можно снять». «Она разрушает мою репутацию». «Репутацию можно восстановить. Тело можно вернуть. Главное — найти Полмана». «А где он?» «Не знаю, но начнем с Гмунда. У него там вторая лаборатория подпольная. В гараже. Типичный ученый, гений в гараже». «Гмунд — это Австрия». «Да». «Я в чужом теле, без денег, с говорящим котом поеду в Австрию?» «Да, потому что альтернатива остаться в Жишкове, есть тофу и отвечать подписчикам: Вселенная любит вас. Вы не можете этого делать. Поездка ближе к вашей природе». «Ты невыносим». «Я единственный, кто реально помогает». «Невыносимость — часть пакета. Бесплатно». Перед отъездом у меня было одно дело – аптека. И я чувствовала что-то не так. Не тошнота, что-то другое, грудь чувствительная и усталость. Я купила тест. 2. Потому что я не доверяю одному источнику данных. Феликс сидел на краю ванны и наблюдал. «Вы серьезно?» «Конечно». «В чужом теле?» «Да, ЭКО сработало или нет, тест покажет». «А если сработало?» «Тогда я беременна. В чужом теле, чужим ребенком. Хотя нет, моим ребенком. Тело Лины, сознание мое. Чей ребенок?» «Юридически я не юрист. Биологически Лины, психологически ваш». 2 полоски на обоих тестах, розовые, четкие. Я села на краю ванны. В чужом теле, беременная. «Поздравляю», — сказал Феликс. «Вы единственная женщина в истории, которая забеременела в чужом теле». «Никто не поверит». «Я не знаю, радоваться или...» «Радоваться или нет, но не паниковать. Паника непродуктивна». «Спасибо, Феликс, ты утешаешь». «Я реалист. Утешение — это когда все будет хорошо. А реализм — все будет как будет, но вы не одни. Вы не одни, я здесь. Это мало, но это есть». Я положила тесты в мусорное ведро, потом достала, потом положила обратно, потом спрятала в рюкзак, потому что мне нужно доказательство, что это не сон. «Нам нужно ехать», — сказала я. «В Гмунд?» «Да, найти Полмана, вернуть тело и разобраться с ребенком». «Разобраться это?» «Я не знаю, но я хочу его, понимаешь?» Феликс посмотрел на меня. «Понимаю. Вы хотите ребенка. В чужом теле, в чужой квартире, с котом в рюкзаке. Это безумие. Материнство всегда безумие». «Ты говоришь как?» «Как кот, который видел достаточно людей, чтобы знать. Материнство — это не план. Это инстинкт. Всегда». Я собрала рюкзак, паспорт Лины в карман,
Кошелек почти пустой, но карточка. На карточке небольшая сумма. Достаточно до Австрии. «Идем», — сказала я. «Идем», — сказал Феликс и запрыгнул в рюкзак. Мы вышли из квартиры. Прага, ноябрь, дождь мелкий и холодный. Я в чужом теле, беременная, с говорящим котом, еду в Австрию искать безумного ученого в гараже. Если бы кто-нибудь написал это в книге, никто бы не поверил. Но это не книга, это моя жизнь. Автобус Прага-Гмунд. 4 часа. Я сидела у окна, Феликс в рюкзаке у моих ног. Феликс молчал первые полчаса. Рекорд. Потом начал шевелиться. «Вера!» «Что?» «Мне нужно в туалет». «Ты кот. Коты терпят». «Да, но коты с имплантом имеют мнение о том, как долго терпеть. Мое мнение достаточно». «На следующей остановке». «Обещаете?» «Обещаю». «Хорошо. Но если я сделаю это в рюкзак, это будет на вашей совести». Остановка. Заправка у небольшого городка. Я вынесла Феликса в рюкзаке, нашла куст, вытащила его. Он сделал свое дело быстро и деловито. Потом сел и начал умываться. «Ну вот, теперь можно ехать». Автобус тронулся. За окном чешская глубинка, потом граница. Пограничник посмотрел на мой паспорт. Я задержала дыхание. Он посмотрел на меня. На фото Лина с рыжими волосами и пирсингом. На мне тоже Лина с рыжими волосами и пирсингом. Совпадение 100%, потому что я и есть Лина снаружи. Пограничник кивнул, я выдохнула. «Пронесло», — шепнула я в рюкзак. «Очевидно», — ответил Феликс. «Паспорт теперь ваш». Гмунд — маленький городок. Маленький — это даже большое для него слово. 2 улицы, церковь, ратуша, пекарня, ветеринарная клиника, гостиница у Золотого Оленя. Население около 3000. Все знают друг друга, все смотрят на чужих. На меня смотрели особенно. Я вошла в гостиницу. Хозяйка, фрау Шмидт, лет 60, квадратная, как шкаф. «Здравствуйте», — сказала я. «Мне нужен номер на 2 ночи». «С животным?» Она посмотрела на рюкзак. «Да, маленькая». «Кошка». «Да». «Кошки не разрешены». «Это терапевтическая кошка», — сказала я. «Эмоциональная поддержка, врач назначил». «Терапевтическая», — повторила фрау Шмидт. «Да, врач в Праге рекомендовал». «Хм, 50 евро за ночь. С завтраком. Кошка еще 10». «Спасибо». «Но если кошка будет мяукать, вон». «Она не будет мяукать», — сказала я. Потому что Феликс не мяукал, он разговаривал. Но фрау Шмидт не должна была это узнать. Номер был на 2 этаже. Маленький, чистый, с видом на церковь. Кровать узкая, но нормальная. Подушка плоская, как блин. Я выпустила Феликса. Он прыгнул на подоконник, посмотрел в окно. «Гмунд», — сказал он, — 2 улицы, церковь, ветеринар. 1 пекарня, это хорошо. Ветеринар интересно». «Почему?» «Потому что это врач для животных. Если у меня что-то сломается, мне нужен ветеринар». «Ты планируешь поломку?» «Я готовлюсь. Это мой принцип. Готовиться не значит планировать. Готовиться значит знать, что все может пойти не так». «Ты оптимист». «Я реалист. Это оптимист, который видел мир. Разница в опыте». Я открыла окно. Свежий воздух, горы вдалеке, коровы. Тишина. «Нам нужно найти Полмана», — сказала я. «Ты сказал, гараж где?» «Я не знаю. Я не был в Гмунде. Я знаю, что у Полмана здесь 2-я лаборатория. Но адреса нет, нужно искать». «Как?» «Спросить у местных. Они все знают. В маленьких городках знают все. Особенно о чужаках. Полман чужак, он здесь заметен. Ученый в гараже — это не норма для Гмунда». «И ты предлагаешь подойти и спросить, извините, вы не знаете, где живет безумный ученый, который имплантирует котам речевые чипы?» «Нет».
Я предлагаю спросить, извините, вы не знаете, где снимает гараж мужчина лет 40, нервный, в очках, который покупает странные вещи? Я кот, я знаю о разведке. Мы коты-разведчики от природы. Я решила начать с пекарни, потому что в пекарне люди, а люди, которые едят хлеб, дружелюбные. За прилавком стояла женщина лет 50, румяная, с руками, покрытыми мукой. «Здравствуйте», — сказала я. «Я туристка из Праги. Скажите, а тут в городе нет случайно человека, который снимает гараж? Мужчина такой нервный, в очках». Женщина посмотрела на меня, оценила. Туристка, спрашивающая про нервного мужчину. «Странно. Вы из полиции?» — спросила она. «Нет, я знакомая». «Ага, нервный, в очках. Это, наверное, тот, что на штрассе у церкви. Снял гараж у Мюллера. Платит наличными. Странный». «Странный это как?» «Покупает препараты для животных в больших количествах. Мой муж фермер. Он говорит, этот человек покупает столько, будто у него целый зоопарк. А у него только гараж и тишина». «Спасибо», — сказала я. «Пожалуйста. Но если вы из полиции, я ничего не говорила». Я вышла. Купила булку, горячую, мягкую. Первый нормальный хлеб за 4 дня. Феликс сказал: «Дайте кусочек». «Ты не ешь хлеб». «Да, но я хочу попробовать. Расширение горизонтов». Я оторвала кусочек, Феликс попробовал, пожевал. «Ну, не тунец, но приемлемо для хлеба». Мы пошли по улице к церкви. Гараж рядом, за домами. Металлические ворота, ржавый замок, тишина. Я подошла, прислушалась, ни звука. «Его нет», — сказала я. «Очевидно. Ученые не сидят в гаражах днем. Они ночные существа, как коты. Полман почти кот. Без импланта, но с паранойей». «И что, ждать до ночи?» «Нет, искать днем. Ночью спать — это здоровый подход». Я собиралась вернуться в гостиницу, когда заметила вывеску: «Ветеринарная клиника, маленькая, с нарисованной собакой и кошкой и именем доктор Томаш Грубый». Чешское имя в Австрии. Интересно. «Феликс», — сказала я, — «ветеринар чех». «Да, имя чешское. Грубый, красивая фамилия. Это значит основательный. Мне нравится». «Ты выбираешь врача по фамилии?» «Я все выбираю по имени». Я вошла в клинику. Маленькая, чистая, запах лекарств и животных. На стене дипломы, фотографии собак и кошек. За стойкой девушка молодая. «Здравствуйте, доктор Грубый принимает?» «Да, через 15 минут. У вас животное?» «У меня кот». «Что-то беспокоит?» «Я не уверена, но мне нужна консультация». Феликс в рюкзаке молчал. Это было самое умное, что он сделал за весь день. Через 10 минут вышел доктор. Высокий, спокойный, лет 38. Короткие темные волосы, усталые глаза, руки большие и уверенные. Он посмотрел на меня и сказал: «Здравствуйте. Что у вас с котом?» «Здравствуйте», — сказала я. «Кот здоров, но у него необычная ситуация». «Какая?» «Я не могу сказать прямо, но кот особенный». Томаш посмотрел на рюкзак и сказал: «Странный он у вас, смотрит так, будто понимает каждое слово». Феликс в рюкзаке шепнул: «Не отвечайте, пусть думает, что я обычный кот». Я кивнула, Томаш заметил: «Вы киваете коту?» «Я разговариваю с ним, привычка». «Многие говорят, с животными это нормально». Я достала Феликса. Он сидел на столе неподвижный, молчаливый, обычный. Томас осмотрел глаза, уши, зубы, потом провел рукой по голове, по тому месту, где имплант. Феликс дернулся. Томаш заметил: «Здесь уплотнение под кожей маленькое. Это что?» «Это имплант». «Какой? Кто ставил?» «Исследовательский центр в Праге». «Какой центр?» «Я не могу сказать.
Но кот из-за этого импланта, он... Он что? Феликс едва заметно кивнул. Он говорит, сказала я. Томаш не отреагировал. Посмотрел на меня спокойно. «Говорит», — повторил он. «Да, человеческим голосом, предложениями, с сарказмом». «Много сарказма». Томаш помолчал, потом сказал. «Покажите». Я посмотрела на Феликса. Феликс открыл пасть и сказал. «Здравствуйте, доктор. Прежде чем вы начнете, хочу сказать, у вас хорошие руки, это важно». «Это комплимент, редкий, я не разбрасываюсь». Томаш отступил на шаг, потом сел на стол. «Это нормально?» «Нет», — сказала я, — «это абсолютно ненормально». «Я слышу голос из кота, человеческие слова». «Это имплант, нейроинтерфейс, подключенный к речевому центру. Его создал доктор Полман, тот самый, чей гараж за церковью, тот самый, которого мы ищем». Томаш долго молчал, потом сказал. «Я видел много странных вещей, но говорящий кот — это впервые». «Для нас тоже», — сказала я. Феликс сидел на столе и наблюдал. «Доктор», — сказал он, — «я понимаю ваш шок. Я тоже шокирован. Но время — деньги, особенно в ветеринарной клинике». Томаш засмеялся, тихо, но искренне. «Мне нравится ваш кот», — сказал он. «Он не мой, он сам по себе». «Тогда мне нравится ваш сам по себе кот». Томаш оказался полезен. Не потому, что поверил сразу, а потому, что он знал город, знал, где гараж Мюллера, знал, что Мюллер – фермер, который сдает все, что не использует. На следующее утро мы снова пошли к гаражу. Томаш с нами. Он сказал, если там безумный ученый, лучше иметь свидетеля. Я свидетель. Могу успокоить, если что, не ученого, вас. Гараж за церковью на тупиковой улице. Металлические ворота, замок. Томаш постучал. Тишина. «Его нет», — сказал он. «Или он не открывает», — сказала я. «Или сбежал», — сказал Феликс. Томаш посмотрел на замок, потом на меня. «Можно вскрыть», — сказал он. «Это незаконно». «Это Гмунд. Здесь закон, это Мюллер. А Мюллер мой пациент. Я лечил его собаку. Он не будет против». Томаш достал из кармана отвертку. Замок поддался, ворота открылись, и мы вошли. Гараж был лабораторией. Маленькой, тесной, но лабораторией. Столы, ноутбуки, провода, записи бумажные в папках с номерами. На стенах графики, схемы, распечатки и фотография Феликса. На стене. С надписью от руки. Объект 7 успешный. Побочные эффекты неизвестны. «Объект 7», прочитал Феликс. «Вот так ученые называют живых существ. Я объект». «Прости», — сказала я. «Не за что, вы не Полман. Вы не называли меня объектом. Вы называли меня невыносимой, но это лучше». Я начала просматривать записи. Феликс прыгнул на стол и ходил по бумагам. «Вот», — сказал он, — «вот этот график мой имплант. Активность по дням. Вот этот скачок — момент аварии, пиковое значение. И? А вот эта заметка...» Он положил лапу на лист. «Обратный процесс возможен при повторном импульсе той же частоты. Необходимо имплант плюс оборудование плюс 2 субъекта в радиусе 2 метров». «Он знал», — сказала я. «Он знал, что это может случиться». «Ученые всегда знают, что может случиться», — сказал Феликс. «А вот эта заметка...» Он положил лапу на лист. «Обратный процесс возможен при повторном импульсе той же частоты. Необходимо имплант, оборудование и 2 субъекта в радиусе 2 метров». «Он знал», — сказала я. «Он знал, что это может случиться». «Ученые всегда знают», — сказал Феликс. «Они просто надеются, что это не случится». «Он написал, что обратный процесс возможен», — сказал Томаш, читая через мое плечо. «Это хорошо. Значит, есть способ вернуть все на место».
Способ есть, но нужен Полман и оборудование. Томаш помогал. Он нашел в гараже список покупок. Полман покупал компоненты в магазине электроники. Значит, он не просто сбежал, он собирал вторую установку здесь, в гараже, но не закончил. Или закончил, но что-то не так. «Он планирует вернуть все обратно?» – спросила я. «Или повторить», – сказал Феликс. «Ученые двояки. Они либо исправляют, либо повторяют. Повторяют, чтобы убедиться. Убедиться – это не случайность. Это научный метод. Но для нас это второй обмен, которого не нужно». «Не думаю, что он хочет повторить», — сказал Томаш. «Он напуган. Покупки быстрые, наличными, он прячется». «Прячущиеся не повторяют, они ждут». «Ждут чего?» «Не знаю. Но если он собирает вторую установку, он готовится к обратному процессу. Вопрос, когда?» «И где он сам?» — спросила я. «Здесь он не живет», — сказал Томаш, осматривая гараж. «Нет кровати, еды, личных вещей. Он приходит, работает и уходит». «Куда?» «В Гмунде одно место, где можно снять комнату без вопросов. У фрау Бергер на окраине». Мы вышли из гаража. Я посмотрела на Томаша. Он стоял спокойно, руки в карманах. Ветеринар, который только что вскрыл чужой гараж, нашел записи безумного ученого и разговаривал с котом. «Ты не удивлен?» — сказала я. «Я ветеринар. У нас всегда странно. Я лечил корову от депрессии, лечил козу, которая думала, что она собака. После этого говорящий кот нормально, относительно». Я должна рассказать, что происходило параллельно, потому что я не единственная, кто страдал. Лина страдала тоже, в моем теле, в моей квартире, на моей работе. И, судя по всему, страдала художественно. Мне рассказала Хелена, та самая с 3 детьми. Она позвонила мне и сказала: «Вера, у нас проблема». «Я знаю, у меня много проблем». «Нет, Вер, твоя, конкретная. Это женщина, которая живет в твоей квартире, ходит на твою работу и пьет смузи». «Я знаю про Лину, мы общаемся». «Ты общаешься, а я наблюдаю. И, Вера, это катастрофа». «Что она сделала?» «Все, Вера, все». Елена рассказала о том, как Лина пришла на работу в моем пиджаке и в леггинсах. Коллеги в шоке, секретарь Марта в обмороке. Елена рассказывала мне все это, а я сидела на кровати в гостинице и смеялась и плакала одновременно. Феликс наблюдал. «Это эмоционально насыщенно. Я не способен смеяться и плакать одновременно. У меня либо одно, либо другое. Это не котовье, это человеческое». «Она разрушает мою карьеру». «Карьеру можно остановить. Тело можно вернуть. Сейчас главное Полман». «Но Дворжак, мой начальник, думает, что я сошла с ума». «Он прав технически. Но вы в чужом теле, беременная, с говорящим котом. Это определение безумия, но функционального безумия. Это лучше, чем нефункциональное». «Спасибо, Феликс, ты умеешь утешить». «Утешение для тех, кто верит, что все будет хорошо. Я не верю. Все будет, как будет. Я работаю с фактами». Лина тоже позвонила мне в тот же вечер. «Вера!» – закричала она. «Мне страшно». «Что случилось?» «Я ходила к вашему психотерапевту». «Зачем?» «Потому что я в чужом теле. Я не могу успокоиться. Я пришла к доктору и сказала: я не я». Он посмотрел на меня и сказал: «Вера, вы всегда были драматичны». Он не поверил, он думает, что у вас кризис. У меня не кризис, у меня ситуация. Ситуация – это когда кран течет, а когда ты в чужом теле – это… Лина, поверьте, я знаю. «И еще», – продолжила Лина, – «ваш бывший Даниэль пришел». «Даниэль?» «Да, он пришел и сказал: Вера, милая, я скучаю, а я не знаю, что говорить. Я не Вера, я Лина, но он видит вас». «И что вы сделали?» «Я притворилась вами, но я не умею быть вами». Он сказал: «Ты сменила прическу?»
А я говорю, нет, это ваше тело, ваши волосы. Я не знала, что ответить. Я сказала, я духовно расту. Вы сказали Даниэлю, что вы духовно растете? Да. А он обрадовался, сказал, новая вера лучше, и улыбнулся. Даниэль считает, что новая вера лучше, сказала я. Да, потому что я добрая, не ругаюсь и пью смузи. Я тоже не ругаюсь. Он сказал, раньше ты бы сказала, что мой галстук безвкусный, а я посмотрела на его галстук. Он правда безвкусный, но я сказала, он интересный. Интересный? Галстук Даниэля не интересный. Он преступление против вкуса. Но я не могла сказать правду. Я не знала, как вы говорите правду. Прямо. С матом, иногда без, но всегда прямо. Я не могу с матом. Я веганка. При чем здесь веганка и мат? Я не знаю, но связь есть, чистота внутри и снаружи. Феликс, слушавший с подоконника, не выдержал. Передайте ей, что веганство не имеет отношения к лексике. Это разные системы, она путает. Кто это? Спросила Лина. Феликс кот. Вы с котом? Да, с говорящим. Говорящим? Да, я объясню потом. Сейчас главное Даниэль. Он пригласил меня на ужин завтра. На ужин? Да, он думает, что я это вы, и что вы переродились. Он в восторге. Лина, не ходите. Я не могу не пойти. Он придет к вашей квартире. Если я не открою, он подумает, что вы его избегаете. Я его избегаю, это правда. Но я не могу быть правдивой в вашем теле. Лина, слушайте, идите на ужин, но ничего не обещайте. Будьте нейтральны. Я не могу быть нейтральной. Я блогер, я эмоциональна. Тогда будьте нейтральной. Нейтралитет спасет, обещания нет. Я положила трубку. Феликс сказал, ваш бывший ужинает с вашим телом, в котором чужая женщина. Это не измена, я даже не могу это классифицировать. Он любит не меня, он любит новую веру, которая не я. Технически он любит ваше тело, с чужим содержимым. Это как любить бутылку, в которую налили другое вино. Бутылка ваша, вино нет. Это философская проблема. Мне не до философии. Мне нужно тело вернуть. Вернем, но сначала Полман. Полман – это ключ. Без Полмана мы в чужих телах навсегда. А навсегда – это не жизнь, это аренда. Без договора. Следующие дни я провела в Гумунде. Маленький городок, 2 улицы, 1 пекарня, 1 ветеринар. Томаш помогал. Он расспрашивал местных, проверял аптеки. Я ждала. Феликс ждал со мной и комментировал. Вы ходите по комнате взад-вперед. Вы делаете мне головокружение. У котов плохой вестибулярный аппарат. Я не могу сидеть. Можете. Вы маркетолог. Маркетологи часами сидят на совещаниях. На совещаниях я сижу и думаю, а здесь сижу и схожу с ума. Это разные процессы? Разные. Томаш приходил каждый день. Он осматривал Феликса, приносил мне еду, нормальную, не тофу. «Ты кормишь меня?» — сказала я. «Я ветеринар, я всех кормлю. И животных, и людей. Это расширенная практика». Феликс наблюдал за нами. За мной и Томашем. «Вы флиртуете», — сказал он однажды, когда Томаш ушел. «Я не флиртую». «Вы улыбаетесь, когда он говорит. Вы не улыбаетесь, когда говорю я». «Я тебе тоже улыбаюсь постоянно». «Это не улыбка. Это гримаса терпения. Я кот, я знаю мышцы». «Ты что, ревнуешь?» «Я кот, коты не ревнуют. Я защищаю инвестицию. Вы моя единственная надежда на нормальную жизнь. Если вы увлечетесь ветеринаром и забудете про Полмана, я останусь в рюкзаке навсегда. Это неприемлемо». «Я не забуду». «Хорошо, потому что ветеринар хороший, но Полман нужнее».
Ты рассуждаешь как стратег. Я кот с имплантом. Я стратег. Незапланированный, но стратег. Полман заказал говорящего кота, а получил кота-советника. Параллельно я следила за Даниэлем через соцсети. Лина имела доступ к моему аккаунту. Она попросила, я дала пароль. И Лина постила фото. Фото Даниэля и так называемый меня. В ресторане он улыбается, я улыбаюсь. Подпись «Жизнь прекрасна». «Он ужинает с вашим телом», — сказал Феликс, на экран глядя. «В ресторане. Это роман. Ваш бывший и ваше тело. Без вас. Это как фильм, который не вы снимаете, но в котором играете без вашего согласия». Он сказал, что скучал по мне, а сам ужинает с первой встречной. «Технически он ужинает с вами». «Ты невыносим». «Комплимент принял. Невыносимый — это мой бренд. Вы маркетолог, вы должны ценить бренды». Но в тот же вечер Томаш пригласил меня на прогулку по городу. 2 улицы, 1 церковь, но за городом поле и горы. Мы шли. Феликс в рюкзаке молчал. Как ни странно. «Вера», — сказал Томаш, — «почему ты ищешь этого ученого, правда?» «Но я же говорила, обмен». «Ну, понятно. Не почему». «Потому что я хочу вернуть свое тело. Потому что я в чужом, я не я. Я 42 года была собой, с морщинами, с карьером и кактусом. А это тело не я, это костюм. Я не хочу жить в костюме». «А ребенок?» «Что ребенок?» «Ты беременна в чужом теле. Если ты вернешься в свое, что будет с ребенком?» «Я не знаю. Никто не знает. Но я хочу ребенка, даже если не знаю как». «Это смело». «Это безумно». «Это почти одно и то же». Феликс в рюкзаке зашевелился, я почувствовала, он хотел что-то сказать, но промолчал, потому что даже Феликс иногда понимает, тишина важнее слов. На 5-й день Томаш позвонил мне рано утром. «Вера, Полман здесь». «Где?» «В аптеке, покупает медикаменты. Я видел его из окна». «Идем, сейчас». Я выскочила из гостиницы. Фрау Шмидт посмотрела на меня из окна кухни с выражением «Я так и знала, что туристка с котом ненормальная». Я не обратила внимания, бегом к аптеке. Полман стоял у прилавка, худой, нервный, в очках с толстой оправой. Волосы всклокоченные, пальцы трясутся. Он покупал шприцы и ампулы. Слишком много для одного человека. Я вошла, он увидел меня, не узнал, но увидел Феликса в рюкзаке и побледнел. «Феликс», — прошептал он. «Полман», — сказал Феликс. «Сколько лет, сколько зим». «Вы выглядите ужасно, хуже, чем в лаборатории». Полман схватил Феликса за голову и начал осматривать имплант. «Ты говоришь, это работает!» «Имплант работает, я работаю, а вы сбежали. Разница между нами в ответственности». Я вмешалась. «Доктор Полман, я Вера Новак. Я была в вашей клинике, и из-за вашего эксперимента я в чужом теле, а другая женщина в моем. Мне нужно вернуться». Полман посмотрел на меня. «Вы Вера в теле Лины?» «Да». «О, Боже!» Полман сел на скамейку у аптеки, обхватил голову руками. «Я не хотела этого. Я тестировал имплант. Я не знал, что импульс может повлиять на человеческое сознание. Теоретически это невозможно. Но это произошло, и я испугался». «Испугались», — повторил Феликс. «Ученый испугался результата своего эксперимента. Смешно, если бы не было так грустно». «Я могу исправить. Я собираю 2-ю установку в гараже. Почти готово, но мне нужно, чтобы обе женщины были рядом в момент импульса, и Феликс должен быть подключен». «Я должна приехать с Линой в одно место». «Да. Радиус 2 метра, иначе не сработает». «Лина в Пльзене, а я в Гмунде. Это логистика». «Это решаемо», — сказал Томаш, который подошел и слушал. «Лина приедет, если объяснить». «Объяснить что? Что она в чужом теле и должна приехать в Австрию? К безумному ученому, который это все устроил?»
«Да», — сказал Феликс, — «именно так. Без прикрас». Полман посмотрел на Феликса. «Ты злишься на меня?» «Я кот. Коты не злятся. Они разочаровываются». Полман молчал, потом сказал. «Я все исправлю, клянусь. Я соберу установку, верну вас всех обратно. А Феликса, я не знаю, что с Феликсом». «Со мной все ясно. Я остаюсь с Верой. Она единственный человек, который слушает меня и не пытается посадить в клетку. Это редкость». Полман попытался погладить Феликса, но Феликс отстранился. «Не надо, я не ручной. Гладьте свои графики. Они нуждаются в ласке больше, чем я». Я смотрела на них, ученый и кот, создатели создания. Оба несчастные, оба виноватые. Оба мои попутчики в этом безумии. «Доктор Полман», — сказала я, — «сколько времени вам нужно на установку?» 3 дня, может, 4. «У меня нет 4 дней. У меня есть беременность в чужом теле. И бывший, который ужинает с моим телом. И подруга, которая звонит каждый день и говорит, что Лина носит ваши леггинсы на работу. 4 дня — это вечность». 3, сказал Полман. «Обещаю». «Идем», — сказал Феликс. 3 дня я подожду. Коты умеют ждать. Это наша вторая суперсила. Первая — спать, а третья — комментировать, пока ждем. Я позвонила Лине, объяснила все. Полман, Гмунд, гараж, установка, 3 дня. Лина долго молчала, потом сказала. «Я должна приехать в Австрию». «Да, к безумному ученому». «Он не безумный, он просто ошибся». «Это синонимы». «Лина, пожалуйста, я приеду, но сначала я должна решить с Даниэлем». «А что с Даниэлем?» – спросила я. «Он пригласил меня на второй ужин». «На второй?» «Да, он сказал, что я изменилась, что я стала лучше и что он хочет вернуться». «Ко мне? Которая не я?» «Да, он думает, что вы переродились. Он счастлив и говорит, что прежде вы были колючей, а теперь мягкая». «Я не мягкая», — сказала я. «Я знаю, но он видит меня в вашем теле, а я мягкая». «Лина, не идите на второй ужин». «Я уже согласилась». «Отмените». «Я не могу, он обидится». «Если я обижу его, это будет на вашей совести». «На моей совести и так много». «Тогда еще один ужин не повредит». Феликс слушал. «Ваш бывший ужинает с вашим телом во второй раз. Это уже не случайность. Это традиция. Вы хотите отношений между вашим бывшим и чужой женщиной в вашем теле?» «Нет». «Тогда скажите Лене отменить». Я говорила, она не слушает. «Потому что ей 25. Она сначала действует, потом думает. А вы сначала думаете, потом действуете. Разница между вами — возраст». Лина приехала через 2 дня автобусом. Я встретила ее на остановке и увидела себя, свое тело, идущее из автобуса. В моем пальто, но под пальто леггинсы для йоги. «Вера», — сказала Лина, глядя на меня, на свое тело. «Лина», — сказал я, глядя на нее, на свое тело. Обе стояли, 2 женщины, 2 тела, на остановке в автобуса. «Вы беременны?» — сказала Лина, глядя на мой живот, который был чуть округлый. «Да». «В моем теле?» «Да». «Это мой ребенок?» «Нет, это мой. Ваше тело — инкубатор, но ребенок мой». «Инкубатор? Вы назвали мое тело инкубатором?» «Это не оскорбительно, а функционально». «Это оскорбительно». «Лина, пожалуйста, не сейчас». «Нет, сейчас. Вы заняли мое тело и забеременели в нем. Это...» И она заплакала. Феликс подошел, сел между нами и сказал. «Дамы, вы обе в чужих телах. Обе в беде. Обе виноваты. Хотя нет, я виноват. Технически. Но с меня взятки гладкие, я кот. Но вы должны разговаривать и не плакать. Плакать будете потом. Сначала говорить». Лина посмотрела на Феликса. «Это кот?»
«Говорящий», — сказала я. «Он говорит?» «Он не замолкает. Никогда». Феликс посмотрел на Лину. «Вы Лина в теле Веры, а я Феликс, кот. Причина вашего обмена. Прошу меня не бить. Я хрупкий и незаменимый». Лина села на скамейку рядом со мной. «Я не хочу быть вами», — сказала Лина. «Вы строгая, вы директор. Вы носите пиджаки и ругаетесь матом». «Я не ругаюсь матом. Я выражаю несогласие экспрессивно. Это то же самое». «Нет, мат — это мат. Экспрессия — это стиль». «А я не хочу быть вами», — сказала я. «Вы веганка, носите леггинсы, верите во Вселенную». «Вселенная реальна». «Вселенная реальна, но она не любит вас. Она индифферентна. Это факт. Вы циник. Я реалист». «Это синонимы», — Феликс сказал. «Нет, циник не верит, реалист верит, но проверяет. Вера проверяет, а вы, Лина, верите без проверки. Разница принципиальная. Но не сейчас. Сейчас Полман, установка и обмен. Потом философия». Мы пошли к гаражу. Полман уже ждал. Установка собрана, провода, экраны, пульт. Феликс сел в специальное кресло. Полман привез из лаборатории. Феликс был недоволен. «Это напоминает мне стоматолога». «Я ненавижу стоматолога. Стоматолог — это человек, который лезет в рот и говорит: не двигайтесь. Я кот, я двигаюсь всегда, это мой принцип». «Феликс, не двигайся 5 минут», — сказал Полман. 5 минут без движения? Вы знаете, что это невозможно для кота. Кот без движения — это мертвый кот или спящий. Я не спящий и не мертвый. Ты должен быть подключен. Импульс пойдет через тебя. Я провод, я мост, я посредник. Я не просил, но я принял, потому что альтернатива — вы оба останетесь в чужих телах навсегда. А это не жизнь, это аренда, без договора. Лина посмотрела на меня. «Вера, если обмен произойдет, и вы вернетесь в свое тело, что будет с ребенком?» «Не знаю», — сказала я. «Даже Полман не знает». «Может, вам остаться в моем теле?» «Может». «И что тогда?» «Тогда ребенок ваш или мой, или наш». «Я не хочу вашего ребенка». «А я хочу, но не в вашем теле». «Тогда где?» «В моем. Если он перейдет, а если нет, я не знаю». Феликс сказал тихо. «Некоторые вещи не нужно понимать, их нужно принимать. Принимать — это значит идти вперед, без ответов, с вопросами, но вперед». Томаш стоял рядом, молча, держал меня за руку. Даниэль тоже приехал. Лина сказала ему, куда ехать. И сказала, что будет сюрприз. Он не знал, какой, теперь знал. Стоял в дверях гаража и смотрел на двух женщин, на ученого с пультом, на кота в кресле и на ветеринара, держащего за руку незнакомую девушку. «Что здесь происходит?» — спросил Даниэль. «Даниэль», — сказала я, — «поди прочь». «Но я...» «Ты хотел новую веру, мягкую, духовную. Это не я колючая. Я ругаюсь матом, и я беременна, не от тебя. И ты мне не нужен». Даниэль смотрел на Лину, на меня, ничего не понимал и ушел обиженный. Это хорошо, потому что лишний человек в гараже — лишний провод, а проводов и так достаточно. Полман проверил установку в 3-й раз, потом в 4-й. Феликс терял терпение. «Полман», — сказал он, — «вы проверили 4 раза. Я в кресле уже 20 минут, у меня затекли лапы». Я и Лина стояли рядом. Между нами 2 метра. Полман сказал: 2 метра, не больше. «Что я буду чувствовать?» — спросила Лина. «Не знаю», — сказал Полман. «Первый раз вы были без сознания, в этот раз вы в сознании. Может быть больно, может быть тепло, может быть ничего. Я не знаю». «Утешительно», — сказала я. «Я не утешаю, я информирую». «Полман», — сказал я, — «включайте уже». Полман посмотрел на нас, на Феликса, на пульт, вздохнул и нажал кнопку. Сигнал пошел.
Экран показал график, активность имплантов нарастала, Феликс напрягся, потом закричал, по-человечески и кошачьи одновременно. Свет мигнул, 1 раз, 2, 3, гараж погрузился в темноту, потом свет вернулся, но другой, ярче, или мне показалось, и я почувствовала рывок, не физический, а внутренний, как будто что-то отпустило и потянуло в сторону, в Лину, в мое тело, туда, обратно, домой. И темнота. Я открыла глаза, подняла руки, мои руки, 42 года, с линиями характера, мои руки. И я села, голова кружилась, но я была в моем теле. Лина рядом на полу, в своем, 25, веснушки, пирсинг, трогает свое лицо. «Я уже я?» — сказала она. «Ты уже ты», — сказала я. «Я дома, в своем теле, да». Феликс сидел в кресле неподвижный. «Феликс!» «Я в порядке. Я чувствую себя, как после вечеринки, на которой я был единственным трезвым. Это постоянное состояние, но сейчас острее». «Ты жив?» «Да. К сожалению, к счастью, не решил. Дайте минутку». Полман проверил нас обеих. Пульс, давление, реакция – все нормально. В нашем случае нормально означало 2 женщины в своих телах после обмена сознания нормально. И живот. Я тронула свой живот. Плоский или нет? Округлый, чуть-чуть, но есть. «Полман», — сказала я, — «а ребенок?» «Я проверю», — сказал он. Достал аппарат УЗИ, маленький, портативный. Провел датчиком. «Здесь ребенок, здесь, в вашем теле», — сказал Полман. «Перешел вместе с сознанием. Или остался там, где начал, но в вашем теле теперь я не понимаю. Это невозможно, но оно есть». «Оно есть», — повторила я. «Поздравляю», — сказал Полман. «Вы беременны своим ребенком». Феликс встал с кресла, покачнулся. «Некоторые вещи не нужно понимать. Их нужно принимать. Я кот с имплантом, который обменял 2 сознания и не умер. Это достижение не мое, но я участвовал, и этого достаточно». Лина посмотрела на меня, я на нее. «Спасибо», — сказала Лина. «За что?» «За то, что вернули тело. Спасибо, что потерпели». «Терпеть было нелегко. Вы пьете ужасный кофе, и ваш кактус, он агрессивный». «Вот, не агрессивный, он сдержанный. Он уколол меня 3 раза. Это потому, что вы его трогали. Я вам говорила не трогать. Я не знала, что кактусы мстительные. Отто особенный». Томаш стоял у двери и смотрел на меня, на Веру, на мое тело. 42 года. Линии характера, серые глаза. Он видел меня только в теле Лины. Теперь видел настоящую. «Ты — это ты», — сказал он. «Я — это я. Ты другая и та же. Я всегда была такая, просто в другом теле». «Ты всегда была такая, но теперь я вижу. Другими глазами». «Чьими?» «Своими». Феликс наблюдал. «Вы флиртуете опять, только теперь в правильных телах. Это прогресс». «Замолчи», — сказала я. «Не могу. Это мой режим по умолчанию. Замолкать можно только спящим. А я наблюдаю и комментирую, это моя функция». 3 месяца спустя. Я в своей квартире, моей, с итальянским диваном и панорамными окнами. На подоконнике Отто кактус, колючий, сдержанный, мой. Рядом с Отто Феликс, спит между колючками аккуратно, как будто родился между колючками. Я не понимаю, как, но он спит и не колется. Это талант. Или доверие к кактусу, которого у меня никогда не было. Рядом с Феликсом Томаш. На кухне. Готовит кофе, нормальный, с кофеином. Потому что 3 месяца назад я вернулась в свое тело и решила, хватит без кофеина. Мне 42 года. Я заслужила кофеин. Врач сказал 1 стакан в день. Я сказала, договорились. И пью 2, но не говорю врачу. Некоторые секреты только между женщиной и ее кофеваркой. Томаш переехал ко мне. Нашел работу в ветеринарной клинике на углу.
Он лечит собак, кошек и даже хомяков. Феликс тоже живет с нами. Он выбрал сам. Полман хотел забрать его в лабораторию, но Феликс сказал: «Я не объект. Я не возвращаюсь в лабораторию. Я жилец с правами». Полман не согласился, но Феликс не просил согласия. Феликс объявил, это разные вещи. Просить унизительно, объявлять достойно. Феликс – достойный кот. Полман был арестован через неделю после процедуры. Полиция узнала о незаконных экспериментах. Лина написала в блог пост: «Ученый в гараже обменял 2 тела с помощью кота». Подписчики подумали, что это розыгрыш, но один подписчик оказался журналистом. Журналист позвонил в полицию, полиция приехала, Полман не сопротивлялся. Он сказал: «Я знал, рано или поздно», и сдался. Это единственно достойное, что он сделал. Феликсу ничего не грозило, он кот. Коты не подлежат аресту, не подлежат суду. Это преимущество вида, я даже тихо завидую. Лина живет в Праге в своем теле, в своей студии, но она изменилась, перестала говорить о чистой энергии. Начала блог о науке и ее странностях. Первый пост: «Я побывала в чужом теле», и это факт. И вот что я поняла. Из 12 тысяч подписчиков стало 20, потому что люди любят странности. Лина звонит мне раз в неделю. «Вера», — говорит она, — «как там мой бывший живот?» «Он растет». «Это странно». «Да, но хорошо. Вы счастливы?» «Я не знаю. Я беременна в своем теле с котом и ветеринаром и кактусом. Это жизнь. Жизнь и счастье. Жизнь больше и сложнее». Феликс спит на подоконнике. Томаш приносит мне кофе. 2 кубика сахара, потому что я люблю сладкий. И потому что беременность разрешает. Она разрешает многое, включая сахар, кофеин и разговоры с кактусом. Я сижу на диване и говорю: «Малыш», трогая живот, «у тебя будет странная семья. Мама – коммерческий директор с кризисом идентичности, папа – донор, о котором мы знаем только, что он не бухгалтер, друг семьи – говорящий кот-нигилист, и отчим – ветеринар, который верит в науку, но не верит в нормальность». Феликс открывает один глаз и говорит: «Звучит как начало хорошей книги или плохой жизни. Это одно и то же». Я улыбаюсь. Томаш садится рядом, обнимает. Кофе на столе, теплый, сладкий, мой. Феликс засыпает между колючками. Отто, кажется, качнулся. Или ветер, или предчувствие. Нет, не предчувствие. Просто утро, просто жизнь, просто семья. Странная, ненормальная, но по мне приемлемая. Моя. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!